Привет, я Макс Качанов, и сегодня расскажу про редкую на российском рынке штуковину. Называется она Slick Shift от английской компании Synchro Gearboxes. По сути дела, это короткоходная кулиса, задача которой сделать переключение передач более короткими, а соответственно более скоростными. Казалось бы, зачем такой тюнинг на таком медленном транспорте, как Land Rover Defender? У меня есть ответ на этот вопрос, и он такой довольно неожиданный. Ведь на прошлом ралли-рейде Moto Rally Cup я на практике ощутил, насколько важно иметь возможность быстро переткнуть передачу. Причем, что самое удивительное, не для того, чтобы быстрее разгоняться, а наоборот, чтобы быстрее тормозить. Поясню. Допустим, вам нужно будет на скорости зайти в какой-нибудь поворот. Что вы делаете? У вас вариант либо зайти как-то на сцеплении на сбросе газа, либо воткнуть передачу на пониженную и проехать этот поворот в более-менее управляемом каком-то состоянии. Также это будет полезно, например, если вы поднимаетесь в какую-нибудь песчаную гору и чувствуете, что машина начинает зарываться, и у вас нет времени на то, чтобы искать передачу пониженную. Вы быстренько переключили и продолжили движение. В комплекте поставляется кулиса, новая пластиковая втулка для нее, алюминиевая проставка под основание кулисы и набор крепежа. Сам процесс установки этой кулисы на самом деле очень простой и занимает не больше 15 минут. И в интернете полно видосов на эту тему, ссылки на некоторые из них я оставлю в описании к этому видео, но мы решили немного заморочиться. Если вы посмотрите эти видосы, то увидите, что часто под корпусом кулисы есть какая-то мутная жижа, и это прямой результат износа уплотнения, которое стоит на валу селектора коробки передач. Вот на моем дефе была точно такая же проблема, и чтобы не делать работу дважды, мы решили сразу же это уплотнение поменять. Сложность в том, что для того, чтобы добраться до этого уплотнения, нужно снять всю эту верхнюю часть с коробки передач. Это легко можно сделать, если коробка передач у вас уже демонтирована, но если вы решите делать это из салона, то работать придется гораздо более аккуратно и гораздо более ответственно. Чтобы гарантированно не накосячить, я решил попросить помощи у автомеханика Дмитрия. Вы можете найти его на драйве под ником RedDev. Да, не удивляйтесь, что у него здесь пустой борт-журнал. Чуваку, походу, реально некогда писать какие-то отчеты, потому что даже некоторые спортсмены и даже некоторые сервисы привозят агрегаты вроде раздаток, коробок к нему на обслуживание. Что ж, погнали. Нам придется скинуть целиком центральный тоннель. Убираем лишнее, скидываем коврики, обшивки, откручиваем насадку на селекторе раздатки. Для демонстрационных целей мы также открутим и насадку на селекторе КПП, но это не обязательно. Чтобы наглядно увидеть, какой эффект даст установка этого Slick Shift, замерили ход рычага на стандартной кулисе. Ход влево-вправо получился 11 см, а ход вверх-вниз 14 см. Откручиваем гайку на 17 и снимаем рычаг. Далее вынимаем поролон, или, как в моем случае, уже куски поролона, какие-то рукожопые уже успели его здесь разодрать. Стоит он очень недешево, поэтому лучше поосторожнее с ним. Теперь выкручиваем 16 саморезов по краям пластикового тоннеля. Также нам пришлось снять ручник. Вынуть этот тоннель будет не очень легко, он стоит почти в распор и довольно жесткий, хотя и сделан из пластика. После снятия тоннеля отчетливо видно место утечки, так что не зря заморочились. Ставим метки и снимаем привода рычага раздатки. Пару болтов придется откручивать прямо под постаментом, но подлезть к ним вполне реально. Чтобы еще раз убедиться, что место утечки мы определили верно, откручиваем корпус кулисы. Ну и, конечно же, наши предположения подтвердились. Видишь? Цвет какой. Да там не должно вообще ее быть, вот этой вот жижи. Это масло из коробки, блядь. Короче, надо снимать ее по-любому. Перед снятием зачищаем место стыка этой детали с коробкой, чтобы максимально обезопасить ее от попадания грязи. Места, чтобы вытащить эту конструкцию, здесь очень мало. Для большего удобства имеет смысл поставить между коробкой и постаментом домкрат, чтобы опустить коробку хотя бы на пару сантиметров. Место для размещения домкрата покажу позже, когда будем уже собирать все это обратно.
Типа вывести надо ее оттуда, да? Ты ее поднимаешь, тут расстояние такое, а она еще вон какая длина. Ее когда вот так поворачиваешь, вот сюда сдвигаешь, она выходит и как бы вытаскивается. Вон, видишь, сколько там масла? А вот колечко. Блин. Видишь? И что, оно просто так прислонено, что ли? Нет, оно это просто сейчас вынуто сильно. Она туда входит, вот там входит. И оно стерлось. И ну, вот здесь оно ходит. Да, я понял. Она не выходит наружу. То есть кулиса не дает. То есть вот это вот. Сидит на валу, короче, и ограничена этими стенками. Да. Слушай, ну жижа, конечно, капец. Сейчас я ее ополосну, мне надо вычистить все это сначала. Ладно, тут пока надо снимать нечего больше. Что мне особенно нравится в работе Димы, это то, что прежде чем приступить к работе, он обязательно вычищает и отмывает все детали. Казалось бы, обычная щетка на дрели и тазик с бензином, вроде ничего сложного, но не часто такое встретишь в сервисах. И после этих нехитрых манипуляций любой кусок заостренного металла превращается в нормальные детали, с которыми уже и механику приятно работать, и клиенту приятно посмотреть. Ну и собираться это все будет уже как нужно. Начинаем разбирать эту конструкцию. Сначала откручиваем набалдашник на конце вала и меняем втулку на новую из комплекта. Затем выбиваем штифт. Выполнен он в виде скрученной пружины и на одном конце немного завальцован для более легкой запрессовки обратно. После этого нужно выбить валом металлическую заглушку. Бьем, разумеется, через проставку из мягкого металла. И вот только сейчас мы наконец добрались до этого уплотнения. Видно, что от возраста резина уже затвердела и источились края. Новое кольцо я заказал оригинальное, вот его артикул. Ставим его на место и собираем все в обратном порядке. Винт, который удерживает набалдашник со втулкой, обязательно сажаем на фиксатор резьбы. Ну и ставим все это обратно. Вот здесь нам и пригодится трюк с домкратом. Он опустит коробку на пару сантиметров и поставить железку будет гораздо легче. Если делать все аккуратно и не переборщить с усилием, то металл на постаменте останется без каких-либо повреждений. Теперь приступаем к установке самой кулисы. Здесь на кадрах детали будут еще до чистки, но так хронологически будет проще понять процесс. Итак, снимаем резиновый пыльник.
Откручиваем болт, удерживающий кулису. И отводим ножки пружин в стороны. Но не спешите доставать кулису. Со стороны витков пружины внутри кулисы расположена еще одна пружинка и маленький пластиковый грибок. Выстреливают они очень сильно, поэтому вынимать кулису лучше заранее, прижав в этом месте какую-нибудь тряпку. Старая кулиса абсолютно живая, но есть небольшие потертости от ножек пружин. Когда все отмыто, обильно наносим смазку и ставим новую кулису. Здесь, конечно, придется немного поморочиться со вставкой вот этой маленькой пружинки. Все это, в принципе, можно собирать и сразу на машине, но просто в тисках удобнее будет вернуть эту резинку на место. Смазываем втулку кулисы и собираем все на герметик. Увеличенную длину кулисы как раз и компенсирует проставка из комплекта. Как-то вообще непривычно. Вообще, блядь. Так обычно сюда, блядь. Нет. Обалдеть. Вообще, блядь. Такое ощущение, как будто вообще ничего не переключаешь. Потому что она длинная, Макс. Блин. Мне нравится. После того, как новая кулиса смонтирована, нужно отрегулировать рычаг коробки передач. Если коротко, втыкаем третью или четвертую передачу и, выкручивая регулировочные винты с обоих сторон, выбираем свободный ход между штырями на кулисе и пружинами. На всякий случай оставлю здесь вот выдержку из мануала, тут, возможно, более понятно как-то объяснено. Когда все готово, прикручиваем обратно привода раздатки и собираем все в обратной последовательности. Старые саморезы тоннеля никуда не годятся, совсем уже заржавели, поэтому их и шайбы мы меняем на сделанные из нержавейки. Размер у них довольно стандартный, и по образцу легко можно будет подобрать в любом магазине крепежа. Снимать результат на видео довольно бесполезно, потому что по нему все равно ничего не будет понятно, но вот благодаря замерам, которые мы делали до и после, уже можно составить какое-то представление. Напомню, до замены ход рычага на стандартной кулисе составлял влево-вправо 11 см, а вверх-вниз 14 см. После установки слик-шифта мы получаем влево-вправо 9 см и вверх-вниз 11 см. Разница около 20%. Много это или мало, решайте сами. Мне эта модификация лично очень понравилась, потому что расстояние между передачами действительно сокращается значительно, причем до довольно такого комфортного диапазона. Моментально привыкаешь и не можешь вспомнить, как же было до этого. Ссылку на SlickShift я оставлю в описании к этому видео, но сразу предупреждаю, ребята, что на момент выхода этого видоса компания не отправляет товары напрямую частным лицам в Российскую Федерацию из-за многочисленных проблем на российской таможне. Вот так вот и живем. Поэтому придется заказывать какими-то окольными путями, через Финляндию, возможно. Я же на этом с вами прощаюсь. С вами был Макс Качанов. Увидимся. Пока.